Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минеру, и сегодня говорим про Волки. У нас прошла очередная продажа лутбоксов, в которой я принимал участие с двух аккаунтов, ну точнее я и моя жена, все по-честному. Ну и вышли довольно-таки важные изменения в игре, сейчас об этом поговорим, ну и о моих итогах, что я там, в общем-то, думаю и делаю. Одно из важных изменений это введение понятия генезисные катлеты. Ну, генезисными катлетами стали там все катлеты, которые были проданы с лутбоксов, и, по-моему, те, что были еще в закрытом бета-тесте, раздавались. По-моему, они тоже стали генезисными. Некоторые ребята пишут, что вот у меня был купленный с рынка обычный типа катлет, и он тоже стал генезисным. Но это может вам просто повезло. Ваш катлет был раньше из лутбоксов, и его просто выставили на рынке, и вы его купили. У генезисных существ там возле названия появился такой значок, не знаю, как это на морду какого-то инопланетянина похожий. Ну, на маркет зайдете, там появился, кстати, новый фильтр, можно выбрать галочку типа генезисные катлеты. Ну, лично у меня было 5 катлетов, и ни один из них не был генезисным, хотя они все были куплены с рынка, кроме одного. Генезисный катлет дает плюс 50% к добыче кристальчиков дополнительно к уже действующему мультипликатору. То есть у вас было 3 катлета 1,9, вы взяли еще сюда генезисного, то у вас будет 2,4. Он плюс 0,5 добавит. Это, в общем-то, круто. Не знаю, правда, стейкаются ли между собой генезисные. То есть, если я возьму еще одного генезисного, он добавит мне еще 0,5. Вот это, как бы, не проверял, ребят, не знаю. Можете написать в комментариях, так ли это. Также у генезисов 5% шанса получить близнецов. То есть, при бридинге с 5% вероятностью у вас появится двойня. И с 1% вероятности появится тройняшка. Так, ну и сегодня в 3 часа по МСК стартуют, ребятки, двойные награды. На этот раз двойные награды будут доступны только двум последним лигам, то есть 5 и 6. Для этого у вас катлет должен быть минимум 8 уровня, то есть 8, 9 и 10 уровней. Так что не так, как в прошлый раз, но, в общем-то, разработчики нас стимулируют прокачивать своих катлетов выше, потому что многие остались на 6 уровне и не качают. Ну, также, кто не знал, то у нас же, чтобы теперь ваш катлет стал NFT, перешел на 6 уровень, ну, точнее, не просто перешел на 6 уровень, а именно, чтобы стал NFT, нужно доплатить 200 Walking токенов. Если раньше за NFT мы ничего не доплачивали, то сейчас ваш катлет на 6 уровне просто так NFT-шкой не станет. Ну, как я говорил, это на самом деле, ну, небольшая проблема. Там есть только нюанс с выводом токенов Walking. Вы не сможете через приложение вывести, точнее с пэддинга, вы не сможете вывести на основной баланс ваши Walking токены, если ваш катлет не стал NFT-шным. Но, опять же, пока вы насобираете этих токенов, возможно, вы просто качаетесь, да и все. Чтобы тратьте свои токены со спендинга, да и насобирать их там будет не так уж как бы и просто. Ну, а потом уже, когда вы будете уже там на 8 уровне, то там 9, 10, то заплатить 200 токенов, чтобы перейти в статус NFT, если оно вам надо будет. Потому что статус NFT, кроме нюанса с пэддингом, кошельком, нужен только для того, чтобы его, ну, перемещать или продавать. Ну, в общем, разработчики дают нам такую возможность компенсировать потраченные токены на прокачку и повышение уровня нашего катлета. То есть, если вы сейчас на 6 уровне, вам нужно там будет потратить 137 плюс 200 с чем-то, что-то в районе там 400 с чем-то токенов, чтобы качнуться на 7 и на 8 уровень. Собственно говоря, я это сделал. О моем аккаунте чуть позже. Ну и посмотрим, сколько я смогу за это время заработать. Ну, качнул я своего одного катлета на 8 уровень. У меня, в принципе, есть деньги еще качнуть второго катлета на 8. У меня еще 500 гемов осталось. Я либо этого могу докачивать, либо еще одного качнуть. Я пока вот, ну, в ближайший день-два решу, то ли с рынка купить генезисного обычного, то ли редкого, то ли коммоновского. Ну, сейчас об этом поговорим. Так, ну давайте теперь поговорим по итогам продажи лутбоксов. Я, как говорил, участвовал с двух аккаунтов. На своем аккаунте я хотел купить премиум бокс за 4 соланы с катлетом. Я его, по-моему, как раз за соланы хотел взять. Лутбокс с одеждой тоже премиум хотел взять. А за токены Волкин я хотел взять вот за 1000 премиум лутбокс с одеждой. В общем-то, я так и подался. И получается облом, то есть я уже второй раз участвую со своего аккаунта, и второй раз мне не дают премиум бокс. То есть я остался вообще без бокса. Мне дали только один премиум этот со шматьем за 1000 Walking токенов. Ну, обидно, досадно, вообще просто капец. И из этого премиум бокса мне выпал Uncommon шмот. Uncommon шмот, вот сейчас вы видите его на экране, это T-шорт с показателями 4 на спид, 2 на стрэнс и 1 на стамина. Ну, то есть показатели, во-первых, что он выпал не редкий, не эпический, не легендарный, это, в общем-то,
хреново. Оно плюс-минус там своих денег стоит. 2 соланы, там, ну, не 2 соланы, там за 1,5, наверное, можно его продать это шматье. Может, за 2. В деньгах это, в общем-то, нормально, ну, а реально по вероятностям, ну, это такой днищенский выпал вариант. Еще и как бы у него 3 показателя, а не 2. То есть, напоминаю, что у нас есть такая вот прекрасная таблица. Вот это вот, ребятка, таблица, где собраны основная, ну, практически все, что можно вместить в таблицу. Здесь вся статистика по прокачке на каждый уровень, статистические данные по энергии, там, по распределению всего, чего только хочешь. Ну, вот табличка, кстати, у нас по вещам. И, как вы видите, жирненьким выделены топовые вещи по своей редкости. И топовые вещи имеют показатели только на 2 параметра, ибо они получаются более высокими. Ну, вот лучше иметь показатель 3 плюс 3, чем 3 плюс 2 плюс 1. Или 6 плюс 4, нежели 6 плюс 1 плюс 3. То есть у вас будут 2 показателя более высоких, чем 1. И вот здесь, допустим, в эпике 7 плюс 9 лучше, чем 9 плюс 1 плюс 6. То есть у вас будут 2 показателя более высоких, а тут у вас будет такое себе. Итак, гемы, давайте вот глянем. На 7 надо было 137 плюс 247, то есть 384 качнуться. На следующий уровень я могу качнуть на 9, и у меня там 500 есть, 455 могу качнуть. Ну, а по токенам, вокен тоже как бы не кисло. 210 заплатил, следующий надо 415 платить. Вот, собственно говоря, стоимость бреда и вот стоимость таблицы по окупаемости, цены можете себе поправить, скопировать себе эту табличку. Нажимаете файл «Создать копию», и у вас будет полностью эта таблица со всеми формулами доступна для редактирования. Также напоминаю, что здесь есть очень много полезной информации в этом файле. Ссылка на него всегда есть в описании. Есть вкладка с airdropами, куда стараюсь заносить все airdропы, в которых мы участвуем. Есть даже, ну, про степан уже, думаю, мало кому интересно. Есть очень полезная табличка. Это, ребята, табличка вот эта вот со ссылками, чтобы, ну, не напороться на какую-то ерунду и получить всегда ссылку на регистрацию с максимальной скидкой. Пользуйтесь этой таблицей. Не ищите в интернете ссылки на биржи, на обменники, на все остальное. Можете попасться на мошенников. Лучше, если у вас ссылка эта не сохранена до сих пор где-то во вкладках, пользуйтесь ссылками отсюда. Здесь много полезных сервисов. Это касается не только там бирж, а именно и других. Например, вот Chainlist ссылка, чтобы добавлять в MetaMask разные сети. Там Альпака, да, на которую я недавно делал обзор, позволяет торговать вам с X3 плечом, ну, точнее фармить, не для торговли, а для фарминга. Вот новая биржа, там Pandora, вот, допустим, MojaSwap, DEX обменник на KuCoin, ну и так дальше. Я эту таблицу дополняю. Здесь будут разные обменники всякие полезные, там кросс-чейны и все остальное, так что пользуйтесь. Так, а теперь давайте посмотрим, что там выпало у моей жены. У жены я участвовал, я уж так думал, что ладно, может там, ну, премиум боксовых меньше всего, может там будет высокая конкуренция. Мне он не выпадет, кстати, так и получилось. Не знаю, если бы я участвовал с 2 аккаунтов, выпало бы ли мне хотя бы с 1 аккаунта премиум. В общем, у жены я брал аккаунт супер по Катлету и премиум по вещичке. И что выпало жене? То есть, ну, по вещичке жене выпала рарка. Это, по крайней мере, уже неплохо, не так обидно. Из премиум бокса вот этого за 2 соланы выпала рарка с показателями 2,6 стамина и 2 спид. Ну и 2 стрэнс, соответственно. Такая вот артефакт, этот цветочек выпал. Что же касаемо Катлета, там у нее был вот этот вот супербокс тоже за 2 соланы. Выпал ей Uncommon. Ну, из супербокса это неплохо. Не помню, какая там вероятность у нас по боксам. В принципе, давайте сейчас гляну. Кстати, они поменяли название. Теперь бокс называется Basic, Standard и Premium. А здесь они пишут Basic Super. Стандарт. И какой показатель у стандарта? Ну, 50% получить Uncommon и 30% получить Common. Так что я у жены с аккаунта мог спокойно себе получить вообще коммонку. Так что это не так уж плохо. Получить рарку там было 15%, Epic 4%. Ну, это если вы зайдете в маркет и нажмете на премиум, там внизу есть эти вероятности. Потому что у премиум бокса вероятность получить Uncommon такая же, 50%. Там просто невозможно получить коммонку, да, но рарку получить уже 35%, эпика там 10% и легендарку 5%. То есть получить легендарку вообще капец тяжело, нужно открыть как минимум 20 там премиум боксов. Так, ну и анкамоновский питомец жены, Оглепт называется, да, у него показатели 42,
28,2 и 39,6 стамина. Показатели на самом деле для анкамона говно. Давайте мы вернемся вот в эту таблицу. Это показатель, если я не ошибаюсь, что-то 67 или 68 максимальный, который касается strength, силы, чтобы на 6 уровне он давал показатель 40. То есть это, ну, днищенские показатели даже для коммонки, на самом деле плохие. У меня коммонки 71, 3,76, вот мои коммонки. А это, ну, в общем-то, фигня. Он, конечно, генезисный, у него 4 энергии, но, не знаю, я думаю его продать, что-то докинуть там пол солана и купить что-то повеселей. Продать его можно за 3, он генезисный. А что-то повеселей стоит где-то 3,6 соланы. Ну, примерно так. Ну, либо может продать еще там пару катлетов, насобирать там 6-7 и купить уже рарку себе. Ну, в общем-то, я вот сейчас над этим, ребята, думаю. Еще заметил интересный момент, что генезисные коммонки стоят 3 соланы, и генезисные анкомонки стоят тоже 3 соланы. Так что у кого есть генезисная коммонка, можете ее продать за 3, там, может, 2,9. Буквально 1/10 солану себе докинуть и купить себе анкомонку. Вот так можно за копейки сейчас проапгрейдиться. Для генезисных существ, может, там еще будут какие-то бонусы. Разработчики писали, не знаю, все ли они уже ввели. Но вроде они там отписочку давали, что это не все преимущества, которые есть у Genesis. Но и так, на самом деле, для генезисных это уже довольно много преимуществ. На этом, ребята, буду заканчивать. Вступайте в телеграм-канал, в телеграм-чат. Там можете задать вопрос, получить ответ на свои вопросы. Ну и там, естественно, оперативнее появляется вся информация. На этом буду заканчивать. Всем спасибо, всем пока.